Всем привет! Мы Параллель Пэй, и мы хотим представить то, что мы делали всю эту смену, а не еще то, чего мы добились и чего мы хотим добиться. Ну давайте начнем. Все вы знаете наш крем. Ну, давайте реально поймем, что такое крем. Крем — это платформа для обмена вашими вопросами, пожеланиями или предложениями. И действительно, как мы придумали вообще название? Ну, название — это такой тонкий момент. Вначале мы позиционируем вообще этот проект как Company Request Manager. И вот был Company Request Manager, потом он стал другим словосочетанием, потом он стал еще другим. Вот так мы сокращали, и в итоге мы пришли к идеальному названию Creo. Вот. Но с чего же мы начинали? Итак, раз уж мы поговорили об истории создания названия нашего сервиса, так давайте поговорим и об истории разработки. Вот так выглядел крем буквально за один день до первого публичного релиза. Да. А теперь давайте посмотрим, как он выглядит сейчас. Да, изменения колоссальные. Стоит заметить, что буквально за 1,5 недели на нашем сервисе зарегистрировалось 242 пользователя. Было решено 26 проблем. И вы поставили 735 лайков и дизлайков. Всего за 1,5 недели. Что же будет дальше? Как вы думаете, что это? Все знают, это эмблема ЛКШ. Но смотрите, куда это она уезжает. Смотрите, она превращается просто в пиксель на фоне нашей целевой аудитории. В нашем новом релизе мы решили это исправить. И теперь крем доступен каждому. Уже в новой версии мы добавили создание комнат, и теперь каждый из вас сможет создать свою комнату и добавить туда тех, кого он хочет. И сделать это можно действительно в 2 клика. Ну что ж, а раз вы можете создавать свои комнаты, то теперь вы все администраторы. Мы вспомнили о том, что администратор тоже пользователь. И если вначале мы добавляли всех пользователей вручную, то теперь этого нет. Эту страничку, которую никто из вас практически не видел, это страничка модерации ваших проблем. Вы можете отклонить проблему, вы можете ее принять, можете ее редактировать. Вы не видите особых отличий от основного интерфейса? Действительно, потому что хоть этим и пользуются только админы, но админ у нас тоже пользователь. Поехали дальше. Мы передаем слово нашему главному iOS-разработчику. Да, в общем, все мы пользовались нашим кремом, но не всем удобно пользоваться им через веб-сайт. И поэтому мы сделали iOS-приложение, ведь контент употребляется на смартфонах гораздо чаще. Секунду. Ребята, это крем на iOS. Здесь вы видите логин и пароль. Ну, давайте введем что-нибудь. Давайте у нас будет такой логин. А это тестовый, ничего страшного. Итак, мы вошли, и как мы видим проблемы в виде карточек. Ну вот мне не нравится фотокросс, давайте я ее свайпну влево, как в Тиндере. А логотип действительно идеален, поэтому она мне нравится. Ну а еще, если мне лень свайпать, я могу просто тапать. Прошоколадим или прованилим.
Ну вот это все как-то не очень. Я хочу это все продизлайкать, прошоколадить. Сейчас. О, как мне говорят, у меня закончились проблемы, которые их больше нет. Давайте что-нибудь добавим. Справа у нас есть плюсик. Что можно добавить? Сейчас, секунду. И как мы видим, она добавилась и появилась новая карточка. Ну, удивительно. Но это не все. Еще мы сделали пушку плеер. Привет! Вот вишенка на торте. Я знаю, что всем вам не хватало музыки в алкаша. Поэтому мы сделали плеер. В результате двухдневного напряженнейшего хакатона мы сделали поистине революционную платформу для добавления своей музыки. Давайте посмотрим, как она работает. Давайте попробуем добавить трек. Вводим исполнителя и название, выбираем, собственно, аудиодорожку. Выбираем, вводим. Как видите, это все очень просто. Очень просто. Нажимаем «Отправить». Надеемся, у нас прогрузится страница. Вот. Аудио добавлю. Давайте попробуем включить. Включаем. И у нас начинает играть трек. Он играет с проектора. Как мы видим, он играет, но немножко не оттуда, откуда ожидалось. Давайте попробуем найти все треки исполнителя, например, кино. Это очень просто. Вводим просто группу, и мы видим все треки. В общем, заходите, слушайте. Если что, адрес висит у нас на втором компомнике. Всем спасибо. Что, все выходите? Нет. Все выходим. Всем спасибо. Приходите в Параллель П, здесь вас научат делать пушки, плееры, iOS-приложения и так далее.